Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и трагические новости о семье бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Команда Никиты Михалкова продолжает упорную борьбу против преступности и коррупции российского шоу-бизнеса и высших эшелонов власти. Сегодня утром сотрудники антикоррупционного комитета потребовали немедленного ареста двух депутатов Госдумы, известного общественного и политического деятеля, известного спортсмена, бывшего боксера Николая Валуева и еще одного депутата, крупного питерского бизнесмена Сергея Сковородникова. Стало известно, что на протяжении почти 3 лет данные депутаты незаконно крышевали игровой и развлекательный бизнес в Санкт-Петербурге, в частности катание на электросамокатах. Хорошо известно, что электросамокаты – это очень опасный вид передвижения, который часто приводит к травмам и даже летальным случаям. Причем, как правило, страдают не сами водители электросамокатов, которые грубо нарушают правила движения, а проходящие люди. Помимо арестов депутатов Николая Валуева и Сергея Сковородникова, глава антикоррупционного комитета Никита Михалков внес предложение о полном запрещении электросамокатного бизнеса на территории Российской Федерации. В крайнем случае разрешить водителям электросамокатов двигаться только по проезжей части, чтобы они не угрожали здоровью пешеходов. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагические новости о семье бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Хорошо известно, что на данный момент все члены семьи Сергея Шойгу обвиняются в тяжких преступлениях против Российской Федерации, такие как получение крупных денежных взяток, финансовое мошенничество, ведение незаконной коммерческой деятельности и поставки некачественного оборудования в зону спецоперации. Надо отметить, что у Сергея Шойгу 4 детей: дочери Юлия и Ксения Шойгу и 2 сына. Молодой российский певец и блогер Даниил Шойгу и крупный московский бизнесмен Сергей Шойгу. Все они обвиняются в тяжких преступлениях. Помимо этого, в криминальной цепочке замешан и зять Сергея Шойгу, известный спортсмен Алексей Столяров. Зрители с большим стажем могут помнить, что несколько недель назад в результате побега из следственного изолятора города Москвы погиб в результате ранений первый сын Сергея Шойгу, певец и блогер Даниил Шойгу. А сегодня утром появилась еще одна трагическая новость. Сегодня утром в Москве на улице Тверской в своей собственной квартире сотрудники антикоррупционного комитета и органы полиции обнаружили тело старшего сына министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, 35-летнего Сергея Сергеевича Шойгу. 35-летний старший сын Сергея Шойгу был найден со следами насильственной смерти. Предварительно молодой человек, который обвинялся в поставке некачественного оборудования в зону спецопераций, погиб в результате повешивания. Преступников, совершившим данное деяние, задержать не удалось. Однако существует версия, что данное преступление могли совершать бывшие члены спецопераций, которые таким образом отомстили за своих товарищей, которые пострадали от некачественного оборудования, которое поступало в зону спецоперации. Погибший сын министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу был очень крупным бизнесменом города Москвы и Российской Федерации. Он носил имя ресторанного короля столицы. Все его имущество, недвижимость и финансовые счета оцениваются в 25 миллионов долларов. Отметим, что это уже вторая трагедия в жизни бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу за последний месяц. В течение 30 дней погибли 2 его родных сына, и все при загадочных обстоятельствах. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Глава антикоррупционного комитета Никита Сергеевич Михалков
попросил о повторной коллективной молитве о выздоровлении его дочери, актрисы Анны Михалковой. Все жители Российской Федерации и просто неравнодушные люди могут помолиться о дочери Никиты Сергеевича и присоединиться к коллективной молитве, которая состоится завтра в 12:00 по московскому времени. Напомним, что Анна Михалкова пострадала несколько месяцев назад в результате нападения около собственного дома. Долгое время она находилась в реанимации, а сейчас уже второй месяц находится в состоянии комы. В Италии, в Милане, во время отдыха в местном аэропорту жертвой ограбления стала известная певица Таисия Повалий. Невнимательность артистки обернулась трагедией. Неизвестные похитили у Таисии Повалий чемодан с ценными вещами и кошелек с финансами и кредитными карточками. Общая сумма от ущерба оценивается в $20 000. Сегодня день рождения празднуют два известных актера. Легенда американского кино Сильвестр Сталлоне и российский и советский актер Дмитрий Назаров. Сильвестру Сталлоне исполняется 77 лет, а Дмитрию Назарову 67. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам антикоррупционного комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.